Всем привет! Сегодня я буду гулять по центру Питера и покажу вам, чем можно заняться, если вы здесь уже все посмотрели. Я была в центре 1000 раз и сама, и с экскурсией, но на этот раз у меня будет что-то совсем необычное. Я сегодня буду проходить квест, причем квест необычный, не с кем-то, а сама, по приложению. Сейчас вам все расскажу и покажу. Пойдемте! Приложение называется UbiGo. В описании под видео пропишу название и оставлю ссылку. Я выбрала экскурсию про мистический Петербург. Начать можно в любое время. Я приехала в центр, открыла карту, перешла на первую точку, читаю задание. Легка ли жизнь правителя? Интриги, заговоры и сплетни окружают царя на каждом шагу. Мнительный император Павел I, желая обезопасить себя, воздвиг себе укрепленную цитадель – Михайловский замок. Строившийся в течение 12 лет, замок напоминал крепость. Император боялся за свою жизнь и повелел соорудить ров с водой, а попасть внутрь можно было лишь по одному подвесному мосту, тщательно охраняемому. Итак, сколько символов надписи над Воскресенскими воротами Михайловского замка? Ответ ввожу в специальное поле. Буквы, из которых составлена надпись, должны были украшать собой фасад Исаакиевского собора. Вот этого я не знала. Если найти решение не получается, можно взять подсказку. После каждого задания появляется пояснение и интересный факт. Сейчас, например, я узнала, откуда взялась легенда, что по Михайловскому замку бродит привидение. Оказывается, это дух несчастного императора. Второе задание привело меня на Марсово поле. Санкт-Петербург был построен на болотах. Это место осушили много лет назад, но говорят, по ночам тут все еще пляшет нечисть. Сейчас я на Марсовом поле, очень люблю это место, и мне нужно найти памятник Суворову и выяснить, что с ним не так. Если честно, я даже не знала, что здесь есть такой памятник. Пришлось хорошенько поломать голову. Для меня игра стала еще интереснее. Раньше это место называлось Царицын луг, а после установки памятника Суворову его стали называть Марсовым полем. Квест хорош тем, что ты сам добываешь знания. Сухие факты из обычных путеводителей быстро вылетают из головы, а в формате игры они сами откладываются в памяти. Вот за это я люблю квесты и необычные экскурсии в Санкт-Петербурге. А этот символ Питера построен на месте гибели императора Александра. Одно из заданий вывело меня к Спасу на Крови, и это самый мой любимый храм в Питере, вообще самое любимое место в центре. Мне кажется, он прекрасен, даже несмотря на то, что здесь реставрация, он всегда хорош, очень красивый, и внутри тоже обязательно побывайте, когда у вас будет время. Вот, кстати, чем хорош квест, то что сейчас я могу спокойненько туда сходить, никуда не торопиться, и потом пойти дальше. Оказывается, в канале рядом с храмом долгое время скрывались сокровища. Жители города спрятали их от большевиков. Берите на заметку, что самые классные кадры Спаса на Крови получаются с моста. А я отправляюсь к Казанскому собору. Я у Казанского собора, и мне нужно пересчитать, сколько статуй украшает главный вход. Мне кажется, что 2. Тут я узнала, что Кутузов однажды сказал: «Даже если я умру, мое сердце навсегда останется с моим войском». Говорят, в могиле полководца действительно не было сердца. Маршрут вывел меня к Исаакиевскому собору. Я советую вам обязательно подняться на его колоннаду. Лучшего вида на центр Питера вы не найдете. Гуляя вдоль каналов Санкт-Петербурга, я вышла ко дворцу Юсуповых. Именно в нем был убит Распутин. Из квеста я узнала, что за вечер он избежал 4 смертей. Даже выстрел в голову не сразил старца, его утопили живым. Еще один символ Петербурга – медный всадник. Говорят, он гуляет по ночам. Сама скульптура изображает Петра I, который только что чудом избежал смерти. Всего 15 минут отделяют меня от набережной реки Невы на Васильевском острове. Обратите внимание на сфинксов. Легенды Петербурга призывают не тревожить их покой. А вот грифонов нужно погладить, они исполняют желания. Вот и все, квест закончился. Прошло чуть больше 3 часов.
Мне очень понравилось, это было прям интересно, очень много новых фактов о Питере, много интересных мест. Вообще было очень круто, необычный опыт, всем советую. Пока! Поддержите меня лайком и напишите в комментариях, нравятся ли вам квесты. Хотели бы погулять по Питеру в формате такой игры?